пошел дождик. Везде все мокро. Приходится обходить лужи. Не очень, конечно, сложно. Но пока шли, Олег запоролся ботинком в лужу. Прямо перед тренировочным залом. Вот. И, кстати, очень сильно стали пахнуть деревья после дождя. Сейчас я прошел хвойные какие-то деревья, прям очень вкусно пахли. И вот сейчас иду, какими-то цветами пахнет. Какую-то туалетную воду напоминает. Очень вкусно, знаете, такой. Запах отличный. Как говорится, пыль прибила и пошел запах от растений. Я знаю, что многие вот на этот период года стараются сюда приехать. Грубо говоря, глубокая осень, ранняя весна. Чтобы здесь побыть просто в комфортной такой, иногда дождливой, но в общем-то неплохой погоде. Я иду на рынок, как всегда, по вторникам и субботам. Сегодня не очень много заказов, куплю чуть-чуть. Куплю немного баклажанов, огурцов и перец. Я сегодня даже тележку не брал, сегодня с рюкзаком. Впереди вон Белегие, видно, зелененькая. Беленькие там этажи. Ой. Сейчас я мимо него пойду, правее него пойду. Вот. А это вот я пришел к трассе Д400, которая. Кстати, вот после дождей что-нибудь в реку в эту натекло, вот даже интересно. Но совсем мало, совсем мало. Совсем немного. Это видно, что вот дожди шли, и возможно, что дренажка, которая вот дренаж воду отвел, с гор вода не пришла еще, потому что, не знаю, вот видно вам, нет, горы такие все в туманах, многослойных, многих слоях облаков, и туман тоже висит над горами. Мне кажется, там еще дождик продолжается, и он, мне кажется, еще будет потом здесь вот в этом вот канале придет уже в виде речки. Вот на таком большом автобусе мы сюда приехали, возможно, на том же самом, на 156-м. Нет, тут мужчина за рулем, нас женщина везла. Вот, пошел я через подземный переход на рынок. Нам обещали рассказать такой вот рецепт с этой охрана называется. Но сейчас, кто обещала, соседка временно переехала. И пока не получится снять этот рецепт. А сами мы не оценили, как ее готовить. Нам не понравилось. Так, что здесь еще? Яблоки, гляньте, какие красивые, по пятерочке. Наша мама такие любит, но в последнее время она перестала яблоки кушать с них. У нее сахар поднимается, и она перестала. Фруктами, так сказать, баловаться. Вот. Я сейчас еще перец смотрю. Это перец дорогой, по 9. Посмотрим, почем он здесь вообще на остальных лотках, и примем решение. Хурма 8 лир килограмм. Кабачки 3 кило на 10. 4 кило десятка. Лимон. Ладно. 9 Л. Нет цены на бананы. Ну, как здесь называется. Я быстро на рынке управился, буквально за полчаса. Купил по списку баклажаны, огурцы и перец. Вот. Перец по 6, кажется. Это был самый недорогой перец, зеленый. А
Баклажаны 4, огурцы 5. Вот. Что теперь взлетим? Купил хурмы побольше. Почем? 6 лир килограмм. Их продают либо тарелками, по 5 обычно, бывает по 8, а бывает с килограммами. Здесь получилось 11 лир, 11,5 лир, то есть ну, почти 2 килограмма, кило 900. О. В принципе, я сегодня взял побольше из-за того, что она покрепче. Ну, не намного, но покрепче. Потому что в прошлый раз я брал, она вся была такая вот наливная, и уже все, прям ее прикасаешься, она вся разваливается. А сейчас такие наливные, вот эти 3 штучки. А вот эти, они, ну, покрепче заметно. Все нижние слои, он чуть-чуть потерпит. Вот. И сегодня я их почти 2 кило купил хурмы. Получилось, что больше всего хурмы, все остальное... 2 килограмма еще огурцов я купил. 1,5 где-то баклажан и примерно 1,5 перца. Все, больше ничего не стал покупать. Сейчас пойду хлебушку куплю и буду детей ждать с тренировки. Я остановился посидеть на лавочке возле реки, рядом с Беледиеси. Вот тут она, это вот навес для автомобилей возле этого заведения. Не знаю, кто здесь ставит машины. Ну, такой красивый здесь оформлен. Фонтанчики здесь, вот красиво подстриженные деревья. Беледие открыто, я зашел в него, думал газетку взять. Вон дверь открыта, видно, за темной машиной. Там охранник сидит, но газеток не было. Поэтому я развернулся и ушел. Вот, так что топаю в сторону тренировки детской. Единственное, что по дороге у меня будет, как он называется, пекарня, где я куплю хлеб. К вечеру вроде бы погода совсем утихомирилась, ветра, видите, совсем нет. И дождь вроде перестал, и облака вроде не гоняются, как сумасшедшие по небу, то как днем было. Так что уже включили фонари, дело к вечеру. Ну, по вторникам мы обычно поздно заканчиваем, мы поэтому по вторникам берем с собой куртки. То мы их просто таскали в руках, а теперь вот мы их сразу одели. Вот на меня, видите, уже сразу одета куртка. Дети тоже шли в куртке. Сейчас, естественно, они все сняли, занимаются в зале, там достаточно душно в нем. Так, ладно, пошел я. Стоит писк, целая стая где-то воробьев на этом дереве. Только звук один. Орут, кричат, галдят. Шумные какие. Не успел снять. Вон тетенька, видите, тащит ведро с этим, с чем-то печеным. Просто иду по улице, вижу, ведро висит перед лицом. Этот продавец в магазине денежки забрал, что надо, положил и дернул за веревку. И девушка с верхнего этажа потянула домой. Ребята замерзли, что ли, дверь закрыли. Хотя я уходил, была дверь открыта здесь. Вот в эту лужу Олег запоролся, по которой сейчас дети ходят. Чуть-чуть качнулся под бордюрчики и свалился. Эта дверь закрыта. Они готовятся, у них в субботу или воскресенье будет сдача экзамена. Олег с Мишей тоже будут сдавать, но поезд сказали, что не дадут. Вон там занятия заканчиваются. Еще долго, полчаса примерно. Ждем. Пришел сильно раньше времени. Там лавочки есть свободные, но они в луже. Пошел в стороночку, отошел, присел, подождут, пока дети закончат. Тут набережная за мной, парк. Народ гуляет, ресторан сидит, кафе, бистро, видите, вот здесь рядом. Ой, сейчас дождусь тренировки. Еще 25 минут, что-то я вообще очень рано освободился. Все. Буду валять дурака. Идем тут мы домой, а тут лягушка, квакушка. Вот она, такая милая жаба. Ну, а мы уже дома. Вот, мы уже пришли с тренировки. Время у нас
19:13, и мы идем домой. Потому что сейчас у меня будет учеба. Мы перенесли на 15 минут чуть-чуть. Да? Да, давай сейчас приедем лифт и помчимся на учебу. Да. Пришли мы домой. Тут хлеб, пару семитов. По дороге я купил хурмы, горсточку, где-то, наверное, почти 2 килограмма здесь ее. Баклажаны. Вот это точно 2 килограмма, а здесь почти 2 килограмма. И перец, килограмм 1,5, у меня здесь тоже. Вот, а домой пришли, у нас тут уже молоко ждет. Принесла, как у нас фермер в таких пакетах приносит молоко. Яйца еще мы не потратили, поэтому... А здесь Ольга Станиславовна моет кастрюльку, чтобы вскипятить молочко на йогурт. Сейчас запустит пастерушки. Как это? Нет, кипятушки. Мы пришли сразу, некогда было всем этим заниматься, потому что детей занятия английским я бы даже вот так сделал, вот, потому что сейчас продемонстрирует, как это. Научились мы теперь делать безболезненно. Но у меня не получилось последний раз. Да, ты проверил, да? Вот, смотри, вот так берешь, зажимаешь, отпускаешь и руку слегка расслабляешь. Нет, у меня было полита плита, стол, кастрюля. Что-то еще повыше поднимаешь. Я научилась, вот. Молодец. Учись. Студент, как говорится. Да. Ну, молодец. Теперь ты будешь наливать молочко. Ну, ты тоже можешь. Я не могу. Я еще учусь. Я на плиту. Вот гостинцы еще принесли. Это друзья приехали у нас. Сходила к друзьям, мне дали тарелищу натуральной пастилы из сливы, из винограда, как называется? Это грузинское блюдо. Чурчхелла. Чурчхелла и И шоколадка. шоколад украинский Рошен. Ты не пробовал? Нет. Какая ты половину. Тебе? Якобы детям дали. Угу. Я знаю, что наши друзья смотрят наши влоги. Вот смотрите, кто это ест. Мама Оля, хотя говорит, что это папа Леша. Постоянно. Лады. Миша болтает уже, закончил учиться, болтает со своей подружкой. Вон на балконе мы видим его, машет лапкой. У нас это, кстати, рис там не готов, да, еще? А что нет? Ты все снял продукты? Ну да, по шестерке. Дешевеет, да? Да, а Олег занимается. Надо гранату открыть. Hello. Hello, how are you? Hi, and Привет. you? Привет. I'm fine. А нам зрители писали, пригласите мастера, пусть он вам настроит, а звук будет нормальный. Мы пригласили мастера, вот, посмотрите, знакомьтесь. Это наш мастер. Что-то настраивает. Михаил Алексеевич, телефон верни папе. Ты же ничего ни с кем не общаешься? Михаил Алексеевич с друзьями своими общается. Вот. А наш турецкий друг настраивает нам телевизор, чтобы был громче звук. Мне прям не нравится. Мы на мощности 100 смотрим все программы. Но так не должно быть. Снимал. Конечно, у нас вот главная звезда канала.
Приятного аппетита маме нашей. Мама кушает, что Бог послал. Что даже из полиэтилена не достала. Ты кушаешь овощи? Молодец. А здесь еще у мамы немножко полная пароварка, один уровень пароварки, готовится брокколи. Немножко осталось у нас, и мама сейчас готовит, чтобы его слопать. Ладно, у нас сегодня шикарная погода, солнечная, обалденная вообще. Сегодня у нас какое? 3 ноября. Здесь у нас швейная мастерская открылась. Зашивают свои майки, что-то там еще. Не знаю, майки нет, вроде не шить нечего. А вот такая погодка. Миша он приглашает на пошивушки. Слушайте, обалденно. Тепло, прям жарко. Ой. Море сегодня вообще классное, визуально очень красивое. Маленький ветерок ходит, но это естественно из-за того, что сохнет все вот эта влага, которая с дождем прошла. Вот. Тут у нас что-то... эти городят все бассейн. Городят. Они уже основной фундамент сделали, а сейчас вот городят вот эту бассейн с помещением для насосов и так далее. Вот там, где люди ходят, высокая часть фундамента. Воды вот столько у нас набузило в бассейн. За вчерашний дождь. Классно. Сегодня погода шикарная, прям просится пойти на море. Не знаю, как она будет, как сказать, вживую, но я одену плавки, когда пойдем на море, на всякий случай. Вот, ну, там видно будет. Ну, отличное 3 ноября. Прям, как сказать, прям так и просится. Бери транспаранты на демонстрацию. Когда там 4-го, 7-го раньше ходили с транспарантами. Вот. Ладно, тут у нас стиралка болтыхается. Стирает. А мы через швейную мастерскую. Слишком близко не режь, Миша, а то потом оторвется быстро. Все отрезал? А ты снаружи, да, пришел? Не стал снутри шить? Нет, Внутри? Да, ну молодец. Давай посмотрим, что получилось. Да, как будто пупок твоей майки. Ну ладно, как-нибудь дырки. Так, аккуратно, давай, ты шил, где твоя иголка? Вставляй в этот, и ты мне обещал принести эту нитку там где взял. Иди положи. Да, сейчас я еще пойду синюю зашивать. У нее там маленькие дырочки в разных местах. Понятно. Все с вами понятно. Тут это продолжается швейная история. Миша взялся белыми нитками что-то шить на животе у синей майки. В общем, все по красоте, как положено. Видите, как удобно сел. Все под рукой. Ножнички, нитки. Дай бог, чтобы к дивану не пришил. Ты проверяешь, что у тебя это к спине не пришить твое шитье, слышишь? А то потом... Я пришил. Ой, я даже неправильно шью. Ну да. Надо снутри шить, если есть возможность. Давай, вот ножнички не зря здесь лежали. Отрезай вот здесь вот хвостик. А то расплетай и заново перешивай. А то потом сунешься это самое. Будешь ходить в половине майки. Давай. Как вы думаете, куда мы собрались? Эта майка вам ни о чем не говорит. Эти пляжные плавки. Совершенно верно, мы идем на море. Михаил с Олегом ждут меня сейчас на улице уже. Они взяли велосипеды. Совместить приятное с полезным.
всяком случае, я их видел с балкона, они стояли тут перед подъездом. Ой, какое яркое солнце. И теплое какое, классно. Кстати, давно я шлепки не одевал, последние дни ходил в этом, в кедах. Где-то здесь молодые люди. Ага, вот один. Вот второй. Go, go, go. Что ты... Море, море. Покажем, что за море.